Привет! Сегодня сделаем полный обзор на модельку Motorola E7 Power. Есть разные модификации, у нас без всяких приставок i, потому что версия 4.64 и это у нас бюджетная модель. Покупалась эта модель в Украине, на сайте AliExpress я вижу только аксессуары к этой модели. Цена этой модельки 3,199 в гривнах и можно купить во всех интернет-магазинах Украины. И ссылки на этот смартфон в украинских магазинах я оставляю в описании под видео. По цветам есть две версии: Blue, как у нас, и Red, красная. Упаковка ничем не примечательна, обычный картон, такой себе, вот даже его здесь, так сказать, видно. Здесь указаны некоторые характеристики, и приставка Power к этой модели означает, что здесь идет акцент на усиленный аккумулятор. По сути, это конкурент смартфона Xiaomi Redmi 9A. Он даже в чем-то лучше, потому что памяти здесь побольше и с похожими характеристиками. Сверху на смартфоне была наклеена эта наклейка. Далее мы видим гарантия и инструкция, две бумажки, скрепка для извлечения лотка, блок питания 5 вольт 2 ампера, 10-ваттный. И кабель USB на USB Type-C. Ни чехла, ни защитной пленки на экране в комплекте нет. Поэтому ссылки на чехлы и стекло, если вы вдруг приметили эту модель себе после обзора, ищите также в описании под видео. У модели Moto E7 Power каплевидный экран. Располагается с обратной стороны сканер отпечатка пальцев, два модуля, верхний это макро на 2 мегапикселя и 13 мегапикселей основной. Снизу располагается вспышка. По яркости никаких жалоб нет, яркая и с нужным оттенком освещения. Сверху располагается разъем для наушников, внизу располагается микрофон и гнездо USB Type-C. Обратите внимание, что динамик находится не здесь, как привыкли, а с обратной стороны, и рядом с ним располагается точка. Такой себе способ приподнять модель над поверхностью, чтобы хорошо проникал звук. Справа располагается 4 кнопки. Две из них сдвоенные, это качелька громкости. Верхняя кнопка это у нас единственная кнопка для вызова голосового помощника, и больше ее запрограммировать нельзя. То есть вместо того, чтобы говорить «Окей, Google», можно просто нажать вот так вот. А нижняя кнопка это у нас кнопка питания. Включаем режим полета и извлекаем лоток для сим-карт. Он у нас либо на 2 карты рассчитан, либо на карту памяти на 1 терабайт поддерживает. Да, ребята, вы не ослышались. И еще одну нано-сим-карту. Обратите внимание на красную вот эту полоску. Это у нас силиконовая прокладка, которая защищает от попадания пыли и влаги. Но не подумайте, он не обладает никакой защитой. Просто мера предосторожности. Крышка у нас несъемная. Под ней находится также несъемный аккумулятор. Ну, как типично для современных моделей. Над 5-мегапиксельным передним модулем располагается решетка динамика. Также в этой модели есть индикатор, ребята. Он находится вот здесь. Оповещает о пропущенных уведомлениях, а во время зарядки светится вот так. Он одного цвета, поэтому если заряжается, горит постоянно, а если пришло уведомление, просто пульсирует. Сканер отпечатка пальцев срабатывает великолепно. Очень быстро и никаких претензий к нему нет. Без проблем. А вот чего здесь нет, так это разблокировка по лицу, что даже удивило, потому что в современных моделях это уже как бы довольно привычная функция, хотя и не все пользуются. Экран считается безрамочным, здесь диагональ экрана составляет 6,5 дюймов. Сверху не так много места, а вот снизу побольше. Место пустое, кнопки находятся на экране, и в настройках навигация в системе можно выбрать управление жестами. Также есть функция скриншот 3 пальцами, функция быстро включить фонарик, и здесь эта функция очень интересна. Motorola использует встроенный датчик, и достаточно вот так вот 2 раза потрусить, и он включается. 2 раза потрусил, отключился, включился, отключился, включился. При этом каждый раз срабатывает такое легкое двойное вибро. Лайк. Также есть быстрый доступ к камере. Двойное нажатие на кнопку питания. Так, отключим фонарик. Двойное нажатие, раз, два, и у нас запускается камера. О камере поговорим немного позже. Также есть функция использовать сканер отпечатка для просмотра уведомлений. А это значит, что если вы делаете вот такой вот жест сверху вниз, смотрите, то у нас раскрывается, и вы можете просматривать уведомления. Тоже удобно. Едете в транспорте и с легкостью управляете, смотрите, что пришло. Потому что одним пальцем туда тяжело-то дотянуться. Это ладно, еще моя большая рука, а если какая-то маленькая, аккуратная
рука девочки, то тогда сложно. Смартфон имеет встроенное FM-радио, цифровой компас у него отсутствует. И знаете, что меня удивило, чего я здесь не нашел? Что есть в каждом смартфоне. Отгадайте. Вот точно, у вас есть, а здесь этого нет. Все пересмотрел, смотрите. Нет диктофона. Вы, наверное, так и подумали. Или нет? Ну, просто вот нету. Все пересмотрел. Почему они решили не ставить сюда системное приложение диктофон? Я не знаю. Кстати, и записи разговоров здесь тоже нет. Но буквы и русские, и английские во время набора. На упаковке перечислены, какие бенд-стандарты поддерживает данная модель. По связи никаких претензий нет. Как мои смартфоны в этом месте ловят одну палочку на Водафоне, так и этот смартфон. По Wi-Fi также само разницы не заметил. А вот по GPS приему сигнала в частном доме совсем другие показатели. Очень чувствительная антенна, скажем так, к окну подходишь, ловит много, в дом заходишь, частный дом, стены тут сигнал убивают. Вот тут и пропадает сигнал. Дальше я вам продемонстрирую. Сейчас я вам включу, и вы послушаете громкую связь у смартфона. Включаем динамик. Vodafone Україна. Зараз можете спостерігатися через з'єднання з оператором. Економте свій час. Вирішуйте всі свої питання самостійно з мобільним додатком. Разговорный динамик. Очень громкий. Даже будет слышать собеседник, если вы будете вести беседу. Нужно убавить. Вот я запустил свой смартфон с программой GPS-Info для тестов и запустил здесь данную модельку. Вот они сейчас лежат около, ну пусть там 30 секунд, чего достаточно, потому что мой смартфон уже вышел на связь и видит здесь 19 спутников. У меня смартфон Poco X3, 16 спутников. А этот смартфон вот только сейчас начал ловить 6 спутников, уже 8, а этот 21. Поддерживает GPS, GLONASS, Beidou и Galileo, но не все он их сейчас может обнаружить. У меня сейчас 24, а здесь 9. То есть я им дал время выровняться, но все равно сигнал говорит об обратном. Но не стоит расстраиваться. То есть он все равно вас спокойно проведет, потому что нужно 4 спутника для нормальной работы. Но ведь в частном доме вы не будете прокладывать маршрут. Обычно это происходит из автомобиля, на улице, ну или там в крайнем случае вы где-то бежите там в каком-то помещении, в каком-то центре развлекательном или в метро и пытаетесь как-то связаться. Правда, в метро не свяжетесь, но выйдя на улицу уже сможете это сделать. Работает данный смартфон на 10-м андроиде и при проверке обновлений выдает даже ошибку. Почему, не могу понять. То есть хотя бы написал, что у вас последняя версия, мол, и вы не нуждаетесь в обновлении, но выдает ошибку. Оболочка здесь чистая андроидовская, и никаких багов или глюков я во время работы не заметил. Экран чувствительный. На мой взгляд, здесь есть олеофобное покрытие, хотя и остаются здесь отпечатки пальцев или какие-то разводы, но это мое личное впечатление. Я лично не нашел этому подтверждения, официально никакой информации. Сверху также защитой экран никакой не обладает, так как если бы она была бы, об этом бы указали в характеристиках. Давайте зайдем в настройки AnTuTu Benchmark и исследуем более детальные характеристики, а потом перейдем к тестам и моему личному отзыву. В тестах он набрал 106 029, но он не прошел тест по графике. Вот такой вот как-то корявенький тест делался несколько раз, и все равно одна и та же информация. Хотя AnTuTu Benchmark последняя версия. Переходим в настройки, и вот самые главные характеристики. Процессор здесь Helio P22, это MT6762V. PowerVR ROG GE8320 за графику отвечает. Разрешение экрана у нас 720 на 1600. Задний модуль камеры основной 13,3 мегапикселя с разрешением 4240 на 3136. Оперативной памяти здесь 4 гигабайта, встроенной 64, из них свободно, ребята, 51. Процессор, о котором мы упомянули выше, он 64-битный, 8-ядерный с максимальной частотой разгона 2 ГГц. Плотность пикселей 280 dpi. Тест мультитач. Давайте проверим. Так, 5, 6, ну раз 6, значит будет 10, я так думаю. Вот я снял 10. Камера на 13 мегапикселей снимает видео 2,1 мегапиксель 1920 на 1080.
фокусное расстояние вы видите, диапазон ISO максимальный 1600, диафрагма 2.8, но в вечернее время снимает более-менее. Передняя камера на 5 мегапикселей, также снимает с разрешением 1920 на 1080, без автофокуса, и есть цифровая стабилизация у задней камеры. У передней камеры нету такого. Встроенный аккумулятор на 5000, и его параметры меня просто порадовали, потому что, проведя тесты, он выдал 4937. Это значит, что он практически вот один в один вытянул. Вот это мне нравится. А значит, его в режиме активного пользования будет хватать явно на день, либо на несколько дней в обычном стационарном режиме. Звонки, мессенджеры и так далее. NFC у него нет, GPS мы проверили. Wi-Fi у него поддерживает всего один диапазон, 2,4 ГГц. Версия Bluetooth 5.0 и всего 6 датчиков. Детектор шага, шагомер, датчик сильного движения и датчик освещенности и акселерометр. Кстати, датчик сильного движения, это значит, что при поднятии он будет включаться. А там, где я настраивал жесты, там есть и эта функция. Смотрите, я поднимаю, и он включается. При этом плавно так засветился. Обратите внимание еще раз. Я его беру в руки, и он так плавненько включается. Посмотрели уведомления, мол, там ничего важного. Ну и либо нужно ввести блокировку, либо сканер отпечатка пальцев. Плохо, что нет разблокировки по лицу, потому что я привык к этому. Вот Poco X3 мой, нажимаю, он меня увидел и сразу разблокировался. А вот если не увидел, вот и не пускает. А только увидел, разблокировался. Удобно. А пользуетесь ли вы? Напишите в комментариях. Разблокировкой по лицу, или же вы вообще не пользуетесь разблокировкой, а может только сканером. Напишите в комментариях, спасибо. Также данный смартфон поддерживает технологию OTG. Флешки через USB Type-C без проблем считывает, вверху вот есть информация об этом, а также можно подключать мышки и клавиатуру для того, чтобы либо работать, либо играть. В YouTube поддерживает максимальное разрешение 1080-60 кадров. Переключаем и смотрим, как работает по картинке. Ну, четкая, без всяких зависаний работает. Это еще тоже ему плюс. Теперь переходим к тестам звука. Включаем максимальный звук динамика и включаем звук. На мой взгляд, он на 4. Не хватает ему нормальных частот высоких, больше средних и низкие. Ну, какой есть. Но по громкости динамик нормальный. Давайте теперь запустим игру Asphalt 8. Почему не 9, вы, может быть, спросите? А потому что в Play Market, если вводишь на этом смартфоне, ее просто не показывает. Поэтому пришлось установить версию ниже. И в настройках я уже выбрал максимальную графику, и сейчас мы ее протестируем. Игрушка загружается нормально, работает смартфон при этом шустро и нет какого-то чрезмерного нагревания. Убавлю немного звук и поделюсь своими впечатлениями. Он будет тянуть любую игру, но на минималочках. На максимум он тянет, но где-то что-то и подлагивает. Но мои впечатления нормальные. То есть просто провести время за смартфоном. Он не игровой, но детям тоже отлично подойдет. Теперь поговорим о камере. Камера здесь, меню полнофункциональное, легко настраивается, все понятно. Видно, что здесь есть макрорежим. Переключаясь в него, мы
только добьемся хорошего качества снимка, если будем подносить максимум на 5 сантиметров. Снимает хорошо, тесты вы сможете увидеть дальше. Далее идет режим портрета с регулировкой эффекта боке. Тоже фотографирует отлично. Причем боке есть как на заднюю камеру, так и на переднюю. Используется цифровой способ обработки. Отдельного модуля здесь нет. Режим фото. И он авто, можно включить режим определения улыбки, интеллектуального режима обработки данных, подбор сцен здесь нет. Вот есть зато ручной режим по настройкам, можете выставить и освещение, и фокус, и любой уровень настроек, он очень гибкий. Также режим видео простой и есть стабилизация. Вот что я заметил, это точно здесь цифровая стабилизация имеется. Отдельная кнопка прям здесь выведена, что удобно включить фонарик, вспышку, либо отключить. И также режим панорамы. Панорама снимается как вертикальная, так и горизонтальная. В настройках огромными буквами вот такие вот... В настройках можно выбрать параметры основной камеры до 8 мегапикселей по стандарту 16:9, но я оставил и фотографировал все снимки в этом стандарте 4:3. Настройка и водяного знака, и куда сохранять, если есть флешка, и место съемки по GPS. Если выбираем видео, то у нас здесь настройка видео 1080-30 кадров, максимальная съемка. И тоже куда сохранять. Вот, собственно, и все. Мой вывод, а после чего вы сможете увидеть тесты фото и видео как дневной, так и ночной съемки. У смартфона за эту цену хотелось бы еще бы так, ну, может быть, я много хочу, но хотелось бы хотя бы чехольчик силиконовый, правда? Также хочется, чтобы здесь была разблокировка по лицу. Ну вот хочу я. Но памяти здесь много. 4,64, большой экран. Корпус из пластика, но стильный, красивый. Есть сканер отпечатка пальцев. Радует модуль макро и эффект боке. Ну, кнопка, фишка такая, да, вот отдельно для Гугла. И нравятся вот такие вот фишки Motorola. Или активация при поднятии. Когда берешь, он включается. И разъем для наушников, USB Type-C здесь есть. Качество микрофона хорошее. Динамик здесь, правда, ну не такой прям вот, чтобы отличный был, но громкий. По качеству звука, если фильмы смотреть, то нормально. Если вы не меломан, то и такого звука вам по музыке, я имею в виду, хватит. Напишите, что думаете вы. И ссылки есть в описании, где купить его, если вы вдруг приметили. А также посмотрите и оцените фотографии, камеры, фото и видео, а я с вами прощаюсь. До встречи в новых видеопроектах. Спасибо, пока. Тестируем сейчас в помещении без комнатного какого-то освещения. Привет, друзья! Это у нас задний модуль камеры 30 кадров 1080. Сейчас перейдем на улицу, но вначале сниму на передний модуль камеры здесь вот в комнате. И теперь переходим точно на улицу. Раз мы начали уже с передней, то передний модуль и будем тестировать. 1, 2, 3, 4, 5. Качество звука, картинки. Вот сзади мотороллер проезжает, но так как здесь микрофон один, поэтому записывает только моно. Теперь задний модуль камеры. Задний в действии, и кажется, есть стабилизация. Ну да, электронная стабилизация присутствует. Так, остановимся на каком-то объекте. Ну вот, например... Давайте посмотрим время. 16:55. Автофокус подстраивается. Быстро причем подстраивается. И макро. Тоже быстро очень. Вот так вот. Это задний модуль в действии. Ну, думаю, что ожидать от него что-то сверх нельзя. Снимает нормально. Ставьте лайк. Ну а это тесты ночные. Запись в полной темноте, 2021. Ну, что еще ожидать? Подстраивается, конечно. Вот если поднести к освещаемой стене, прожектор идет, подстроечка, время. И теперь переднюю камеру. Запись пошла. Передний модуль камеры. 1, 2, 3, 4, 5. Против света. Ну, вот такие вот тесты. А это у нас Валюша. Здрасте.
На этом тесты заканчивают. Дальше фотографии. Всем спасибо.